Приветствую, дорогие зрители канала BZ Agro. Сегодня мы находимся у Ивана Евдокимовича на ферме в Волынской области. Приветствую, Иван Евдокимович. Здравствуйте. Это очень большой фермер в нашей области и не только. И, Иван Евдокимович, хотим начать с того, чтобы вы рассказали, чем вы тут занимаетесь, что производите. С чего начнем? Чем занимаемся? Да. Вот правильно. Делаем деньги. Коровы – это бизнес. Бизнес – это коровы. Вот такая наша доля. Заниматься коровой, чтобы надоить побольше молока и заработать какие-то денежки маленькие. Сегодня, завтра и всегда. Молоко, тем более, сегодня нужно всем. И Украина сегодня недостаточно вырабатывает сырья, молока, продукции. Задача надоить побольше молока, сделать побольше ферму. Это старая ферма советского переходного периода, устаревшая. Нами сделана реконструкция, сделано много работы для того, чтобы появилось наконец-то молоко. Какие корпуса здесь есть у вас на ферме? Да не корпуса, это старая технология старых помещений, построена в ряд. Это было когда-то скот на привязи, сегодня она свободно гуляет. Вот реконструкция маленькими средствами. Коровы у нас уже новые, завезенные из Европы, из Польши, Голландии, из Германии. Сегодня 100% ферма Голштин. Это порода, да? Это порода всем известная, мировая, американская, европейская. Голштин Фриз. Вот. Работаем на ней, имеем успехи. То есть все коровы одной породы у вас? Да, все одной, да. Сколько Обязательно. у вас в общем количество голов коров? Сейчас 500 коров, на дойке каждый день около 400-420 коров в среднем, 70-80 сухостойных всегда на замену дойным. И идет постоянно процесс работы, доим молоко. Я думаю, кто понимает, это вот стандартная корова, стандартный. Это вот нетели, молодые коровы, которые ждут своего периода для тела, для пополнения стада. Все очень просто, но тем не менее очень сложно. Потому что, чтобы сделать вот такую ферму в нашей территории, ну, в Украине, это надо, время было, около 8 лет пошло, чтобы сделать действительно из 2000 надоя выйти около 9000 надоя на корову. То есть одна корова дает 9000 литров уже на данный момент? Да. Плюс-минус какие-то. А начинали с 2000? Да, где-то 2000, может меньше. Это были тяжелые времена на этой ферме, и сейчас более-менее. Сколько раз в день кормятся коровы? Зоотехник кормит коровы правильно, сбалансированные корма по белку, по цукру, по микроэлементах. И, ну, как в народе говорят на Украине, молоко у коровы на языке. Что она покушает, то и даст. Вот сегодня уверен, что она кушает то, что надо, рацион то, что надо. Вот это, собственно говоря, корм, да? Да, конечно. Это средний сухостой, это поздние, это яловки. Каждой корове, каждой группе, здесь разделены на группы, 9 групп в стаде. Отдельный рацион согласно его корове потребности, вот так скажем. То есть потребность, кто-то смотрит за потребностью коровы? Обязательно. Это калькулируется, это обсчитывается, это все мониторится каждый день, и мы знаем, что надо корове, и следим за этим, да. Сколько блоков таких коров на ферме? Это 3 коровники здесь, и там вот телята у нас стоят. Держим коровы на улице и зимой, и летом. Выход каждой коровы, они беспривязные, недопасовища, здесь целый год. Но каждая группа имеет доступ к воздуху, к улице, потому что нужен мацион, рацион и так далее. И все согласно нормам. Вот, кстати, вот смотрите, ни одна ферма в мире не будет существовать, если не будет резерва энергии. Вот 120 киловатт, и вот хороший бизнес коровы, но их надо доить. Но если не подоить вовремя корову, твой бизнес к нулю. Не покормить – полбеды, но не подоить – катастрофа. Поэтому нужен генератор. Обязательно. Это любую ферму надо начинать с генератора. Молочный блок. Здесь можно вот смотреть, вот. Здесь охлаждается молоко, дезинфицируется помещение. Все чистота, порядок номер 1. Вот идем сегодняшний результат. Так, это таблица с результатами? Да, таблица. От первого и вот до сегодняшнего дня. Количество коров, надой, продажа, выпайка и все. Это надой в день показывается? Да, 9900
литров, да? Да, это продажа на молокозавод. Ага. На корма 420, вал 10,5 и так вот 12 тысяч, 11, зависит от дня, сколько коров на дойке и какой день. Падение бывает немножко, бывает рост и так далее. Ну и вот пойдемте сюда, где доильная. Очень просто все, минимизировано. Вот здесь управление стадом, программа стоит, доильный зал 2 по 14. Высокодойные коровы доим 3 раза, это 7 групп, а 2 группы поздних сухостой и слабые коровы мы доим 2 раза. И сколько одна корова за день дает молока? Ну это в среднем, вот видите, там был надой, в среднем от 27 до 29,5, это хлевание, да? Вот так вот проходит процесс доения 14 и с второй стороны 14. На вторую сторону вот как раз сейчас загоняется. Сейчас увидим, как происходит этот процесс. Знаешь, вот для прессы, не для прессы, вот, что такое корова? Корова и женщина не отличишь ничем. Психологический фактор. Если корову условно испугать, молоко падение 10% сразу. За минуту. Вот я вот подготавливался, Да. читал, и здесь пишет, Да. что коровы очень чувствительны к разному Очень. шуму. Очень деликатно. Это существо очень социальное и очень с тонкой нервной системой. Если ее взять даже спичкой, вот так элементарно уколоть, минус 2 литра молока на дойке. А как с этим бороться? Надо любить корову. Все Как женщина, да? Не меньше, даже не на грамм. Все начинается, чтобы было молоко и была корова-мама. Надо начинать с первого дня, когда этот теленок появился на свет, как ребенок дома. Одинаково. К нему надо относиться так, технология должна быть такая тонкая, что закладывается будущее этого ребенка, назовем. Вот это бычок, теличка по-нашему. Уже заложено в нее сегодня, первые дни, первые часы жизни, будет ли она хорошей мамой, хорошей удойной коровой. Надо отношение к теленку одинаково. Вот ты, когда женишься, будет у тебя ребенок, вот в первую минуту он появился на свет, ты относишься к нему хорошо. К этому также надо относиться к теленку, как к ребенку, и другого варианта нету. Если ее хотя один раз допустить до него нервный срыв, неправильное кормление, сбой произойдет в рубце, она не будет высокодойной коровой, не будет хорошей мамой, не даст потомства, и она будет что-то подобное, которое потом придется сдавать на мясо и так далее. А надо относиться к этому. То есть эти все теленки, которые здесь есть, это исключительно для того, чтобы потом они выросли? Да, мы продаем нетели и себе подготавливаем хорошие удойные коровы. Тут каждый год мы добавляем 10-15% надоя больше молока. И так идет, дальше идет. Это хорошо. Да, ну обязательно, да, хорошо. Да. Обязательно хорошо. Будет больше ферм строить, получается. Ну, есть такие перспективы, но для того надо одна очень важная деталь. Деньги. Финансирование. Чем и сколько раз в день кормят и поят вот этих маленьких Это потом? индивидуально, каждый теленок получает молоко. Мы не даем заменители молока, даем только натуральное свое молоко. И все молоко самое чистое, все равно мы делаем пастеризацию. От 6 до 8 литров какой теленок в день получает молока. Молоко кормится от 48 дней до 80 дней. Это тоже индивидуально смотрим каждого теленка. Это зависит, когда оно появилось на свет, какой вес, какое потомство, какая мать была, какой отец, как правильно сформировать его будущее. И тогда индивидуально по номеру даем молоко. Сено обязательно, там какой день, 3-й, 4-й, вода чистая, корма всегда должны быть. Это гранули. Да, мы добавляем каждому теленку, выращиваем лен, и каждому теленку даем 200 грамм чистого льна каждый день в рацион.
вместо микроэлементов лен идеально подходит для формирования рубца, для здоровья, для правильного питания и так далее. И кукуруза, целые гранулы сбалансированного корма уже покупаем в АБМ. Вот, а лен и кукурузу додаем. Как я понимаю, это подстилка Да, есть. И да. сколько раз, например, это раз там в день меняется, Но смотри, раз в неделю? смотри, Это все простое, нет, все сложное, очень простое. Все простое, очень оригинальное. Смотри, теленок это что задача? Нету сквозняка, нету проблем. Нету мокрого места, нету меньше проблем в ветеринарии. Вот, смотри, Все сухо. все сухо, пописало, пошло на дно, воздух забрал, и мы имеем что? Чистое место. Да. Во! Идут мои люди. Лучшие зоотехник, может- лучший, запомните, может, он- снимайте их, лучший зоотехник Волынской области. Сергей. Сергей, приветствую. Да, Сергей, лучший Сергей зоотехник. что-то нам рассказывает. Ты тоже лучший тракторист. Молодец. Сергей, нас интересует в общем процесс, зачем вы смотрите, какая задача у вас здесь на ферме, какие обязанности, какие функции вы выполняете вот здесь на ферме. Все завдячуючи Івану Євдокимовичу, ми працюємо тут, і кожен з нас має роботу, кожен з нас має, перш за все, заробітну плату. Годівлі телята. Це особисто вже стартер ви дивитесь. від самого народження і далі як пішло, це тобто від 0,3 місяця, як в мене проходить годівля і ріст, і далі 3-6 місяців. 6-12 у нас є інша ферма, де є осіміняється телиця. І далі, як ми бачимо, от буквально чи вчора, чи позавчора Євдокимович, Іван Євдокимович приїхав. Телиця нетелька наша, своя вже вирощена, висока, така Голштин. Втелилася і телятко таке рухливе, все. І це саме перше, що... І дали ім'я їй, да? Да. Як назвали? Я на бірці мушу написати те, що ви сказали. Їй дали фамілію і ім'я. Да. Маша Козак. А хто придумав? А тут був бивший голова адміністрації, а теля появилась в світ. Кажу, називай. Буде хрещеним. Когда и куда потом переводят вот этих маленьких телят? Значит так, тут 3 месяца, потом туда 6 месяцев, до 6 месяцев, потом переводим на другую ферму, и там уже доращивается молодняк до времени, когда придет время от 13 месяцев до спаривания. Там спариваем, следим за тельностью, и уже за 20-22 дня сюда привозим опять адаптировать на ферму, и процесс растела здесь происходит, и здесь она начинает быть мамой, давать молоко. Тут рядом у нас ферма для молодняка, и там доращивается скот. Сколько в общем количестве есть сейчас маленьких теленочков у вас? Весь шлейф коровы и молодняк это около 1150 штук. 1150 вот Да. таких маленьких? Не. Вообще Все стадо, молочное стадо, вот 500 коров дойных, а 650 это бычки, это молодые теленки, это телички, бычки, потом яловки, потом нетели. Это все называется стадо. Бычки для мяса. Ага. Мы выращиваем их для мяса обязательно. Они растут у нас до практически 1 год 3 месяца, 1 год 4 месяца, до полного веса 500 килограмм. Выбраковка происходит, как положено, это идет на мясо. Продаем нетели для других хозяйств в небольшом количестве. Ну, примерно в год уже до 100 голов мы продаем. Это молодые коровы, которые должны молодые коровы. производить потомство. И у нас места мало, и мы продаем около 100 штук уже каждый год. На другие фермерские Да, хозяйства. да. Какую технику используете при раздаче кормов, например, коровам? Самоходные кормораздатчики 2 у нас, один немецкий, а другой итальянский. Это обязательно. Без кормораздатчика, как и без дизель-генератора, еще раз повторяю, на ферме нечего делать. Но самое главное на ферме это зоотехник и доктор-ветеринар. Молоко это сложный бизнес, это непростой. Это люди, которые
когда-то доели 1500 литров или 2000 на корову, и что-то там получалось, не получалось, это считали, что это что-нибудь. А вот если серьезно, это серьезный процесс. При каком объеме гектар полей и количество коров может существовать уже более-менее и самоудерживаться от хозяйства? Есть помыслы у людей, что маленькое хозяйство, там 3, 2, 5, 7 коров могут прокормить там семью, это правда. Но чтобы заработать деньги на таком количестве, шанса нет. Украина, государство с такой традицией сельского хозяйства очень серьезного. И моя мысль такая, что без больших хозяйств не обойтись. Только на базе организованных технически хороших хозяйств можно сделать перспективу большого молока на Украине, и в частности у нас здесь. Мы обрабатываем здесь в хозяйстве больше 6000 гектаров земли, кормовая база вся выращивается на месте. Мы все прекрасно знаем, что на хорошую корову и шлейф надо около гектара земли, чтобы ее прокормить. Вот, правильно? Да, конечно, на одну корову. Если даже некоторые корма мы докупаем, это небольшой объем белка. Ну, если вот что вы показываете. Да, что там надо, какое-то маленькое количество. Остальное надо делать здесь на месте, и только с высокой технологией можно зарабатывать деньги. есть... Небольшие. Если кто-то вам когда-нибудь скажет, что где-то ферма зарабатывает большие деньги, это совсем не так. Рентабельность такой фермы молочной надо уметь. Обязательно еще один элемент скажу, что заниматься молоком надо быть хорошим бухгалтером и очень хорошим экономистом, чтобы уметь считать все. Потому что мы считаем только то, что получили в конце, это молоко или мясо, но перед тем мы не любим считать, сколько стоит земля, сколько затраты на оплату работы и так далее. Надо очень внимательно все просчитывать. И если сравнивать, например, люди почему не держат нас коров? Потому что пошли к простому методу. Выращивают там зерновые, быстро заработали, не заработали, пошли дальше. А это труд. Здесь нету ни Рождества, ни Пасхи, ни Нового года. Извините меня, не температуры. Здесь надо корову доить. Высокообразованные люди с образованием зоотехнии, ветеринарии, экономики, бухгалтерии и менеджеров, которые умеют это организовать, охранять, способствовать бизнесу, прогрессу, строительству и так далее, и так далее. Видел на ютубе, в интернете, Да. в Голландии, где-то там за границей, такой глупый вопрос. В самой корове делают посередине такую дырку, туда засовывают руку и что-то там делают. Почему у ваших коров нету такой дырки? Для чего эта дырка нужна? И что вы можете сказать? Что вы можете сказать по поводу этого? Знаете, один умный человек сказал, если быть верующим человеком, то Бог сотворил человека не самого лучшую В лучшем виде, да? виде, да. Если я, говорит, думаю, что если думать со стороны атеиста, то в природе намного больше есть лучших экземпляров, скажем. Я не хочу отвечать на глупоту, но тем не менее я не против и науки. Наука нужна. Когда-то кто бы сказал, что мы будем спаривать корову штучно. Это был один этап. Сегодня мы говорим про эмбрионов. Это другой шаг. И так далее, и так далее. Наука идет вперед. Если человек заходит в крайности для своего блага, для результата, я это не люблю. Но я люблю, посмотри, зеленая трава. Почему она должна быть не зеленая? Согласен. Если теленок должен быть здоровый, он должен быть здоровый. Для чего вот в Европе это используют? Просто я не понимаю, это отдельный случай, когда наука смотрит за правильным рационом, смотрит, каким образом происходят те или другие процессы в желудке. И смотрит, как идет, перетравливается белок, цукры, чисто для этого делают? Это чисто для науки. Смотрят, как работают бактерии в желудке, смотрят, как работает процесс жвача и так далее. Вот на это нельзя обращать внимание и нельзя показывать. Наверное, надо смотреть просто правильные вещи.
сколько человек работает у вас в общем на этом хозяйстве? Около 100. Около 100 человек? Да, на 6,5 гектаров около 100 человек работает целый год. Агрономию, зоотехнию, коровы и там другие направления. У нас есть немножко сада, у нас есть немножко овощи, ягоды. Универсальная фирма, мы много чего делаем, и я не хвалюсь, но это правда. И все люди вот эти работают над организацией, и работают то, что есть. Чем ваше хозяйство может быть полезно для зрителей, которые нас увидят, для людей? Возможно, кто-то захочет купить у вас молоко. Даю ответ. Наше хозяйство открытое предприятие в лице меня и моих людей. Люди, которые знают все, всегда могут у нас кое-что увидеть, услышать, потому что мы очень открытая компания, мы открытые люди. И если нам удалось что-то познать больше, чем другие, мы с удовольствием поделимся с информацией, с наукой, с идеями, как заработать много денег. Вот. Так что вот это самое главное. Да. А так Америку мы не откроем. Все то же, что во всем мире, все то же, что за границей, что за углом, все то же. Работа и очень работа. У нас, я еще раз скажу, нету ни Рождества, ни Пасхи, ни Нового года. У нас все время процесс. Сейчас мы находимся возле кормов, где заготавливается это все. И Иван Евдокимович нам расскажет, как это все заготавливается вкратце. Просто расскажите, сколько нужно. Какой техника, какая есть свободная. Есть комбайн Ягуар, который делает силос, да, або сенаж. Есть техника, которые КамАЗы, МАЗы, Вольво. Что есть, это же быстрая подготовка и быстрое заполнение ям. Задача как можно быстрее за сутки сделать там 1000 тонн силоса. Заложить, правильно его законсервировать и положить в яму. Другой вопрос, есть еще у нас другая технология. Это в рукава мы ложим корма. Это люцерна, злаковые хорошие травы. Вот закладываем туда. Рукав — это немецкая машина, которая пакует. Это очень удобно, очень интересно и правильно на ферме иметь альтернативу яме, потому что не всегда можно заложить большой объем в яму. Бывает форс-мажор. Например, в прошлом году было 4 укоса люцерны, и не всегда ты положишь в курган, это неправильно, это траты большие. Никогда не всегда положишь в яму такой объем, как есть подросшая культура. А вот в рукав удается все сделать. Обязательно всем надо обращать внимание, кто хочет заниматься скотарством и имеет хозяйство, или маленькое, большое, или кооперативный наем, или кто-то дает в аренду, лучшего сенажа и силоса заложить, как в рукав, практически невозможно. Потому что траты 10-15% в яме, а в рукаве это 1% может быть трат. И качество намного больше, сохраняется белок, азот и все на свете. Так что надо иметь той и той вариант. А в чем такая разница, что здесь 15%? Улица — это воздух, это солнце, это птицы, это условия и так далее, обветривание, это все имеет отношение на качество. Да. Так что при возможности, конечно, мы закладываем как можно больше кормов в рукава. Это сами вот эти рукава, это уже немецкие, да, вы говорите? Да, это немецкая машина, как она называется, упаковочная, это всем, она есть и итальянская, и чешская, и польская, нету разницы, какая машина, главное, что она делает быстро, мы можем спокойно заложить в любой день, там 200 тонн рукав или 300 тонн рукав, какая культура, какой вес, какое сухое вещество, и это очень удобно и очень качественно. То есть это специальная машина, подъезжает и сразу же... Ну, это упаковка, да, упаковачка мы называем, как правильно ее называть? Туда засыпается, получается... Да, это высыпается, набивает, как зерно можно набивать, так сенаж можно набивать, коренаж можно набивать с кукурузы, перебитая, влажная, 35 сухих, и забиваем, и тоже кормим. Это норма, это в всем мире норма, и у нас норма уже стала тоже. И а почему полностью, например, если это намного лучше технология, почему до сих пор и там? Да, дело в том, что когда идет большой объем, ну, например, вот яма, где 3000 тонн. В эту яму лазит 3000? Да, 3000 или больше. 3000 тонн положить и набить 10 рукавов — это время.
и не всегда удается. Ну, и не всегда это даже экономически выгодно. Может быть, вот, ну, разная форма есть. Это понял. индивидуально, это каждая минута, каждый день. То есть- Вот наведу пример, например. Сегодня хорошая погода. Мы положили на покос люцерну. Надо немножко времени, чтобы она полежала, потеряла влагу. И тут откуда ни возьмись дождь. Что делать? Ждать пока. Но, если надо 1000 тонн, а 2 часа, 3 часа мы заложили рукав. Мы не потеряли 1, 2, 3, 5% белка. Что стоит 1%, 2% белка в кормлении скота? Это большие деньги. И надо всегда иметь форс-мажор. Вот форс-мажор в этом случае, вот самый лучший вариант. Что, куда и куда бежит. Вот Дима снимет там. Итальянский. Да, Это новый покупатель. новый. Как работает? Супер. Хотел бы лучше. А почему? Вот есть какие-то, да, даже к новой технике есть Да, какие-то всегда есть. нюансы? Всегда есть. А разве есть техника, которой нет претензий? Ну, Нет. как бы, в общем-то, Нет, нету, но... нет. обычно Нет. ж- Знаешь, мы используем максимально John Deere, и думаю, так что есть, что лучше техника за John Deere нету, никто не делает. Я не рекламирую John Deere, но я скажу точно, что, наверное, нету лучше John Deere. Все равно есть претензии к John Deere. Все равно Да, найдется, да. Каким вы видите свой бизнес, свою ферму через 5-10 лет? Вот, например, что Да? может на данный момент уже есть какие-то Да. разработки, внедрения, что Да. вы хотите сделать? Если бы у меня были деньги или был доступный ресурс, конечно, мы построили новую, очень правильно сложенную технически, технологически ферму. Мы обязательно бы сделали новую. Уже у нас есть над чем мы поработали и как правильно сделать в будущем. Мы купили еще больше лучшей техники, хотя считаю, что на этот момент у нас очень хорошая техника. Вот. Мы платили больше зарплату. Все работали, они достойны того, чтобы больше зарабатывать. Это номер один. Вот. Инвестиции, инвестировать вот это развал бывшего хозяйства. Это очень хорошо, но зарплата тоже очень надо людям, чтобы больше зарабатывали. Это перспектива такая. Ну а в дальнейшей перспективе, например, технология развивается. Переработка молока интересует, очень интересует. Мы знаем, что сделать с молоком. Мы понимаем, что здесь можно немножко больше заработать, чем на продажу, на переработку. И над этим работаем. Окончательно делать свой продукт. уже. Да, обязательно. Обязательно делать свой продукт. Это планируете в ближайшем будущем уже? Ну, при обстоятельствах ближайшие месяцы, да. Ну, как получится, это каждый день решает, что будет через год. К сожалению, вот Украина, мы находимся здесь, все понимают, что когда-то была и житница, была и молочница, и все было на Украине. Сейчас немножко отстали, но думаю, может быть, есть перспектива расширения и увеличения. Сейчас мы мало доим молока на Украине, это понимают все. Даже вот соседи поляки, белорусы нас обошли, но А что влияет именно на такой вот результат, что, например, за границей в Беларуси и в Польше доят намного больше, а здесь вот... ну, это Какие главные? главное, это отношение государства, управленцев, государства На развитие бизнеса. на развитие бизнеса. И не все понимают, и я когда-то премьеру задавал вопрос, понимает ли он, что мы доим молока на одного человека очень мало. И задал ему вопрос, почему мы не делаем как Голландия. На 9 миллионов жителей Голландии около 9 миллионов коров. То есть на каждого человека... одна корова. Практически. Мясная или молочная. Вот какой результат у А нас. у нас какая статистика? У нас, не ошибусь, если скажу, на 15 людей одна корова. Это Я думаю, я ошибаюсь, не ошибаюсь, но думаю, где-то так. Да. Еще какая корова?
Как думаете, сколько лет нужно Украине, чтобы догнать хотя бы своих соседей и в этом развитии выйти на такой же уровень? Мне надо 2 года и деньги. Только 2 года все. Да, и деньги. Короче, да. главный вопрос это Да, финансирование. конечно. За 2 года я сделаю ферму на 1000 коров, и будет 1000 коров, и буду доить 10 тысяч, 11 тысяч молока. Только надо ресурс, деньги надо. Надо политика государства, надо понять, что кому. Кстати, нужно. финансирует ли вообще там кредиты какие-то помощи государства, или вообще нет, или частично хотя бы как-то помогает, или вообще вот прям Ну, нет, в прошлом году, в 2019 году, была дотация на корову дойную и частному сектору, и нам. Это небольшие деньги, но деньги. Было финансирование на строительство, кто строил, было финансирование на покупку племенного стада. Мы тоже купили в Польше одну группу и получили дотацию. Это хорошие деньги, это хорошее подспорье для жизни. Очень рады. В этом году, к сожалению, мы еще не знаем. Сегодня уже март, никто не знает, потому что все ждем какого-то разъяснения, какого-то постановы Кабмина, что они примут решение. Я боюсь, что это будет 31 декабря решение. И мы получим информацию, что в этом году надо было сделать, тогда бы вы получили. А вот это все неправильно. Надо 1 января людям всем знать, что будет. И, конечно, программа на 1 год – это глупость. Надо сразу раскладывать любую программу на 3 минимум 5 лет. Вот смотрите, еще раз. Вот теленок. Он через 2 года даст первую каплю молока. Его надо финансировать. Надо калькуляцию делать, надо его кормить, надо его поить, надо его оберегать. Это 2 года надо. А программа, я сказал 31, ну, может быть, летом откроют. Или что дальше? Кто успеет построить, кто успеет накормить и вырастить в краткий период. Только люди думают каким-то образом обойти это что-то слукавить, что-то смахлявать. Ну, такая глупота, если честно, происходит на нашей территории. Или все своими силами уже. Да, так, энтузиасты, любители, есть люди, которые любят жизнь и понимают. Если закончить наш разговор, то верующий человек, то примерно так. Есть пастухи, а есть овцы. И если овцы думают, что они могут быть пастухами, они ошибаются. Но если пастухи глупые, и их кто-то наделил полномочиями пастухов, вот где беда. Что я хотел бы поблагодарить в первую очередь Ивана Евдокимовича за то, что он поделился с нами такой информацией. Всем, кто смотрит наш канал, пишите комментарии под выпуском, мы покажем это все Ивану Евдокимовичу. Может, будет у вас какие-то интересные вопросы, может, кто-то имеет фермы и есть какие-то проблемы, которые вы не можете решить. Тоже делитесь своими проблемами в комментариях, мы это все будем читать, отвечать на эти все вопросы. Ну и не забывайте подписываться на наш канал. Всем привет! Комментарий, лайк, и мы будем продолжать дальше снимать. Возможно, снимем когда-то, как обрабатываются поля. И у нас очень много направлений, так что вперед. Да, так да. что если вы согласны, если мы приедем что-то снимать? В любое время. Спасибо большое. Да. Как вы боретесь с птицами? Птицами? Да. Купили, плохо, да, птица, голубь. Ну, с воробьями вообще борьбы не ведем, это нереально. Это мы не китайцы. А голуби, у нас стоят пушки и стреляют этим газовым выхлопом. Бах, бах, бах. И, все, да? И они летят куда-то. О, вот смотри, вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Потому что голуби... О, видишь, меня боятся. Голубь, птица мира, любви, но не друг фермы. К сожалению, но ничего не сделаешь. Это жизнь. Хорошо, на этом будем заканчивать наш выпуск, потому еще что раз. Евдокимович очень занят. Да, я так спешу. Мне надо идти корову доить. Ехать работать. Не, корову доить. Все, пока, все.